Итак, всех приветствую на канале Твой Конфиг. В этом видео обзор на Redmi Note 8T в 2023 году. Снимаю сейчас на себяшкинскую камеру Full HD 30 кадров в секунду. Звук, естественно, пишется на микрофон этого же смартфона, поэтому зацениваем. В общем, покажу, что он может в синтетических тестах, примеры фото-видео и придем к выводу, есть ли смысл его покупать. Кстати, да, версия 3.32. Welcome. Съемка сейчас производится на основную камеру, микрофон встроенный в смартфон, Full HD, 60 кадров в секунду. Автофокус, как вы видите, прыгает. Свет, вот, светильничек боковой. Ну, вот так. Ну, автофокус такое себе. Ну, конечно, год выпуска этого смартфона, сами понимаете, какой. Ну и результаты синтетических тестов вы увидите непосредственно. Здесь будут скриншоты, показатели, я думаю, в 2023 году это уже такие. Хотелось бы верить, но этот смартфон, я думаю, уже почти на 50% отжил себя. Ну и в конце, как обычно, видео примеры на него и чуть-чуть фоточек. Несколько раз запускал Geekbench 6 и постоянно его выбрасывает. В общем, он не дает пройти этот тест. Ну, с другой стороны, что мы с него хотим? 665-й Snapdragon, старенький. И уже тяжко ему. Плюс еще MIUI, вот эта 12-я версия тормознутая. Как-то вот так. Съемка видео в 4К. 30 кадров в секунду. Больше, к сожалению, этот смартфон не умеет. Как видите, подтупливание. Алиса, скажи, что такое Xiaomi Redmi Note 8T? Xiaomi Redmi Note 8T – это смартфон для тех, кто не гонится за флагманской производительностью, но ожидает оптимального соотношения цены и качества. Четкая и сочная картинка. Благодаря разрешению Full HD плюс 6,3 дюймовый экран Xiaomi Redmi Note 8T передает насыщенное и реалистичное изображение с самыми широкими углами обзора. Ну вот, я думаю, что не особо вывозит. На смартфоне, конечно, если смотреть, здорово, но я думаю, что если смотреть непосредственно на мониторе, то будет отвратительно. Либо на телевизоре 4К. А таким образом снимает себяшкинская камера. Видите, со светом на заднем фоне она вообще не справляется. Баланс белого прыгает туда-сюда. Заедает. Ну, собственно, я думаю, что тут можно понять, что этот смартфон необходимо прошивать на Pixel Experience и дарить ему новую жизнь, так как на MIUI 12 версии Android 11 этот смарт перегружен. Мало того, что памяти почти 50% забито, так он еще, как вы видите, и не вывозит даже видео должным образом, не говоря уже о играх. То есть как звонилка, как использование навигатора, я думаю, такой аппарат годен и в наше время. Аккумулятор, в принципе, у него до сих пор жив, несмотря на то, сколько ему лет. Тем не менее, все это видео снималось на этот смартфон, никаких внешних микрофонов я не использовал, потому что, зачем вот эта вся брехня? Выводить не буду, но максимум подкорректирую звук, если будет совсем хреново. Спасибо за просмотр, ставь лайки, дизлайки, подписывайся на канал. Всем пока!